Дональд Трамп готов к новым ударам по Ирану в ближайшие дни, если не будет мирного соглашения. Он признался журналистам, что был в часе от решения о военной операции, которую затем отложил. Пентагон показал кадры с военными вертолетами, танкерами и кораблями, которые обеспечивают блокаду Ирана в Ормузском проливе. Министр иностранных дел Ирана обещает США сюрпризы, если они начнут против Тегерана новую военную кампанию. Вице-президент США Джей Ди Венс утверждает, что у Вашингтона нет плана отдавать обогащенный иранский уран России. После Трампа Путин приехал с двухдневным визитом в Китай. Что стоит ожидать от его встречи с Си? В ООН собрались на экстренную встречу в связи с массированной атакой по Украине. Чем постпред России угрожал Латвии? Дональд Трамп показал журналистам проект бального зала и выразил надежду, что им будут пользоваться сотню лет другие президенты. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Во время визита на площадку строительства нового бального зала Белого дома президент Дональд Трамп сделал ряд заявлений по вопросам внешней политики. Он сообщил, что США рассматривали возможность нового удара по Ирану, и он был в часе от решения о военной операции, которую затем отложил. При этом он допустил, что в случае отсутствия соглашения удары могут быть продолжены в ближайшие дни. Трамп также заявил, что Китай пообещал не поставлять вооружение Ирану. Отдельно он высказался по Кубе, заявив, что допускает возможность дипломатического соглашения и считает, что страна нуждается в помощи. Нам нужна безопасная страна. Нам нужна великая страна. Нужно не допустить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. Все, за что я так упорно борюсь. Это всегда сложно. Мы ведем переговоры с Ираном, а затем появляются демократы. Я называю их демократами, которые вносят законопроект о том, что Трамп должен немедленно остановиться. Вы понимаете, как это вести переговоры с страной, которую ты фактически побеждаешь? Они приходят к столу и умоляют о сделке, потому что они умоляют о сделке. Надеюсь, нам не придется применять силу, но, возможно, придется нанести еще один сильный удар. Возможно, придется нанести еще один сильный удар. Я пока не уверен. Вы скоро все узнаете. Но как вы себя чувствуете, когда ведете переговоры? Вы выигрываете по каждому пункту, а вам говорят, что в Вашингтоне хотят остановить переговоры. Это чисто политическое решение. Это демократы. Они глупы. Это новое название, но очень точное. Я нахожусь в середине переговоров. Я говорю, у них не должно быть ядерного оружия. И в этот момент приходит информация, что демократы хотят остановить дальнейшие переговоры Трампа. Они хотят остановить его, и если потребуется, помешать ему нанести еще один удар. Они хотят получить ядерное оружие, которое может уничтожить Ближний Восток и, честно говоря, весь мир. Этого не произойдет. Насколько вы были близки к нанесению удара? Я был примерно в часе от принятия решения. Мы были полностью готовы. Вы говорите о вчерашнем дне. Да. Все было готово к удару. Это происходило бы прямо сейчас. Все было завершено. Корабли и суда полностью загружены. До предела. Мы были готовы начать. Господин президент, по поводу Кубы. Что вы хотите увидеть с точки зрения военного варианта? Вы говорите про Кубу. Посмотрим. Куба обращается к нам, им нужна помощь. Это провалившееся государство. Кубе нужна поддержка, и мы этим займемся. Но вы можете сделать это и без смены режима, верно? Ну, не знаю насчет смены режима. Я мог бы это сделать. Менять режим или нет, но режим там тяжелый, он убил много людей. Это страна, которой действительно нужна помощь. У них ничего нет. Они не могут включить свет. Они не могут нормально питаться. Мы не хотим этого видеть. Сколько времени у Ирана? Ну, я имею в виду, я говорю 2 или 3 дня. Может быть, пятница, суббота, воскресенье, что-то такое. Может быть, начало следующей недели. Ограниченный период времени, потому что мы не можем позволить им получить ядерное оружие. Если бы у них было ядерное оружие, они начали бы с Израиля. Они бы взорвали его, и взорвали бы быстро. Но они бы его взорвали. И скажу вам, они пошли бы на Саудовскую Аравию, они пошли бы на Кувейт, они пошли бы на ОАЭ, они пошли бы на Катар. Они пошли бы, я думаю, на весь Ближний Восток. И это были бы уже совсем другие переговоры. Это было бы ядерный Холокост. И у меня нет никаких сомнений, что они бы его использовали. Никаких сомнений. И я имею дело с этими людьми. Они крайне радикализированы. Это не такие люди, как те, с кем я имею дело с вами. Вы очень хороший человек. Это люди, которые серьезно радикализированы. Они бы использовали его. Вопрос только. В первую минуту.
первый час или в первый день. Бывает ли момент, когда я не делаю это политически? Я делаю это так. Все говорят мне, что это не популярно, но я думаю, что это очень популярно. Когда люди слышат, что речь идет о ядерном оружии, оружие, которое может уничтожить Лос-Анджелес, может очень быстро уничтожить крупные города. Когда они это слышат, я скажу так. Когда мы объясняем людям, у меня даже нет времени нормально объяснять людям, я слишком занят тем, чтобы это делать. Когда они понимают, я думаю, честно говоря, это очень популярно. Но независимо от того, популярно это или нет, я должен это делать, потому что я не позволю миру быть взорванным на моих глазах. Этого не произойдет. Говорят, что председатель Си сказал вам на встрече, что Путин может пожалеть о вторжении в Украину. Он это говорил? Нет, он никогда этого не говорил. Еще один вопрос по Ирану, если можно. Когда вы обсуждали это с региональными партнерами и лидерами региона, высказывали ли они вам какие-либо опасения по поводу способности Ирана к ответным действиям в случае удара со стороны США? У них есть небольшие возможности. Их ракеты примерно на 82% уничтожены. Мы оцениваем, что их производственные мощности сейчас очень ограничены, потому что мы ударили по всем их производственным объектам. То же самое с дронами, в основном они уничтожены, хотя небольшие возможности у них еще остались. Немного, но есть. Их флот полностью уничтожен, их военно-воздушные силы полностью уничтожены. Си Цзиньпин пообещал мне, что не будет поставлять оружие Ирану. Это прекрасное обещание. Я ему верю, я это оценил. У нас было отличное время в Китае. Мы и раньше хорошо ладили. Но у нас с президентом Си действительно был хороший опыт общения. Он пообещал не отправлять никакого оружия. И если подумать, он получает 40% своей нефти, он не отправляет танкеры с эскортом из 20 эсминцев. Нет, он хочет, чтобы все было открыто. Как и я. И мы это откроем. Иран десятилетиями использовал проливы как инструмент давления. Но это международные воды. Это не их собственность. Если бы я ушел сейчас, им понадобилось бы 25 лет на восстановление. Но мы не уходим. Также на строительной площадке Дональд Трамп представил проект будущего бального зала Белого дома, показав журналистам визуализацию проекта и объяснив архитектурную концепцию. Он заявил, что строительство финансируется в основном за счет частных доноров на уровне около $400 миллионов и охарактеризовал проект как подарок Соединенным Штатам, при этом допустив необходимость бюджетного участия для обеспечения безопасности объекта. Трамп отметил, что здание проектируется как укрепленная конструкция с противодроновой защитой, усиленными материалами и интегрированными системами безопасности. Он также подчеркнул, что будущий комплекс станет долгосрочной частью президентской инфраструктуры и будет использоваться последующими администрациями. Крыша здесь абсолютно плоская, без каких-либо конструкций сверху, но выполнена из очень прочной стали. Она защищена от дронов и предназначена для размещения военных. Оттуда открывается вид на Вашингтон. Также это часть инфраструктуры для работы с дронами. Здесь внизу проходят крупные инженерные системы, трубопроводы и прочее. Это очень сложное сооружение. Все взаимосвязано. Крыша связана с первым этажом, первый этаж с крышей. Крыша также уходит в подземную часть здания. Все соединено и переплетено. Лифты, отопление, кондиционирование. Это единое здание. И именно это мы пытаемся объяснить. Оно функционирует как целостная система, где одно не работает без другого. Это подарок Соединенным Штатам Америки и, возможно, одно из самых красивых зданий, когда-либо построенных в Вашингтоне. Фасад вдохновлен архитектурой Рима и Греции. Здесь используются элементы классической архитектуры, адаптированные под современное здание. Но вы должны понимать, когда это будет завершено, мой срок вскоре после этого закончится. Это на самом деле для других президентов. Это не для меня. Это мой подарок Соединенным Штатам Америки. Я смогу пользоваться этим очень мало, потому что когда это будет завершено, мы говорим примерно о 6 или 7 месяцах, им будут пользоваться, надеюсь, сотни лет другие президенты. И никогда больше не построят ничего подобного. Не будет построено такой комнаты с таким уровнем безопасности. Центральное командование США опубликовало видео, на котором, как утверждают в Пентагоне, показано обеспечение блокады Ирана в Ормузском проливе. На кадрах военные вертолеты, танкеры и корабли ВМС США. По данным Центком, из-за операции уже перенаправили 89 коммерческих судов.
Вашингтон заявляет, что пытается остановить торговое сообщение с иранскими портами. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом поставок нефти и других товаров на мировой рынок. На этом фоне Дональд Трамп продолжает добиваться соглашения с Тегераном и одновременно угрожает новыми ударами по Ирану в случае провала переговоров. В Тегеране, в свою очередь, возлагают ответственность за срыв переговорного процесса на Соединенные Штаты и подчеркивают, что не намерены поддаваться давлению. На фоне угроз Дональда Трампа о возможном возобновлении ударов и эскалации, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна готова к дальнейшему обострению. Через несколько месяцев после начала войны против Ирана Конгресс США признает потерю десятков самолетов стоимостью в миллиарды долларов. Наши мощные вооруженные силы подтверждены как первые, кто сбил разрекламированный F-35. С учетом полученного опыта и знаний, возвращение к войне принесет гораздо больше сюрпризов. В Белом доме вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что переговоры с Ираном по ядерной программе демонстрируют значительный прогресс, а стороны, по его словам, остаются заинтересованы в достижении соглашения. Он подчеркнул, что ключевым требованием Вашингтона остается недопущение появления у Ирана ядерного оружия. При этом обсуждаемые форматы сделки направлены на долгосрочные ограничения соответствующих возможностей. Мы считаем, что добились значительного прогресса. Мы считаем, что Иран хочет заключить сделку. Президент Соединенных Штатов попросил нас вести переговоры добросовестно, и именно это мы и делаем. Поэтому сейчас мы находимся в довольно хорошей позиции. Но существует вариант «Б», и этот вариант «Б» — это возобновление военной кампании, продолжение давления, чтобы добиться целей Соединенных Штатов. Мы можем обсудить, как это могло бы выглядеть, но это не то, чего хочет президент. И я не думаю, что этого хочет и Иран. У нас есть возможность перезапустить отношения между Ираном и США, которые существуют уже 47 лет. Именно этого президент от нас и требует, и над этим мы продолжаем работать. Но для этого нужны двое. Но я думаю, что Иран хочет заключить сделку. Я думаю, они понимают, что ядерное оружие — это красная линия для Соединенных Штатов, и они это усвоили. Однако мы не узнаем ничего наверняка, пока не подпишем документ. У нас было много черновиков, много обменов документами. Я не буду утверждать с уверенностью, что мы достигнем соглашения, пока не будет подписан итоговый договор. В конечном счете все зависит от Ирана. Готовы ли они идти нам навстречу? Мы со своей стороны ведем переговоры добросовестно и работаем правильно. Но что произойдет дальше, посмотрим. Я не могу говорить уверенно, потому что не знаю, что в голове у другой стороны. Комментируя сообщение о возможной передаче обогащенного урана третьим странам, в том числе России, Венс заявил, что подобный вариант не входит в текущую позицию США и не рассматривается как часть официального плана. Он добавил, что детали переговоров продолжают обсуждаться, и Вашингтон не будет заранее фиксировать условия сделки до ее окончательного согласования. По поводу передачи урана России, такие вопросы обсуждаются в рамках переговоров. Это не является текущим планом и никогда не было нашим планом. Я видел такие сообщения в прессе, не знаю, откуда они взялись. Президент продолжит переговоры. Это не текущая позиция правительства США. Иран этот вопрос не поднимал. Насколько я понимаю, им это тоже не особенно интересно. И президент тоже не в восторге от такой идеи. Отдельно Венс призвал союзников не поддаваться панике на фоне сообщений о корректировке военного присутствия США в Европе, уточнив, что речь идет не о сокращении контингента, а о временной перенастройке графиков ротации войск при сохранении приверженности безопасности европейских партнеров. Мы хотим, чтобы Европа брала на себя больше ответственности за собственную территориальную безопасность. Мы хотим, чтобы Европа активнее включалась в эти процессы. Вы говорите о 4000 военнослужащих. Мы не сокращали численность войск в Польше на 4000. Речь идет о задержке ротации, которая должна была быть направлена в Польшу. Это не сокращение, а обычная оперативная задержка, которая иногда происходит. Суть проблемы в том, что Польша способна защищать себя при поддержке США. Мы не говорим о выводе всех американских войск из Европы. Мы говорим о перераспределении ресурсов для усиления безопасности США. Это не против Европы, это стимул для Европы брать больше ответственности. США не могут быть мировым полицейским. Мы хотим быть союзниками и поддерживать стабильность в регионе. Но Европа должна встать на собственные ноги. Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, в ходе которого обсудил ситуацию в районе Ормузского пролива.
По данным Госдепартамента, речь шла о мерах по противодействию действиям Ирана, включая установление сборов и ограничений в одном из ключевых мировых морских маршрутов, а также о подготовке проекта резолюции в Совете Безопасности ООН при участии США, Бахрейна и ряда партнеров из стран Персидского залива. Владимир Путин приехал в Китай. В Пекине его встретили с почетным караулом, российскими и китайскими флагами и приветствиями на китайском языке. У трапа самолета российского президента встречал глава МИД Китая Ван И. После коротких переговоров прямо в аэропорту кортеж Путина отправился в центр китайской столицы. Визит продлится 2 дня и проходит всего через неделю после переговоров Си Цзиньпина с Дональдом Трампом. Аналитики считают, Пекин таким образом демонстрирует, что остается ключевым мировым игроком, который одновременно поддерживает контакты и с Вашингтоном, и с Москвой. Главной темой переговоров Путина и Си Цзиньпина станет энергетика. Москва пытается добиться продвижения проекта газопровода «Сила Сибири-2», который должен поставлять газ из Западной Сибири в Китай. Переговоры по нему идут уже несколько лет. Однако стороны до сих пор не согласовали окончательные условия и цену поставок. На фоне санкций и нестабильности на мировом энергетическом рынке Россия все больше зависит от Китая как крупнейшего покупателя нефти и газа. В Кремле заявляют, практически вся торговля между странами, а это около 240 миллиардов долларов в год, уже ведется в юанях и рублях, чтобы обходить западные ограничения. Эксперты считают, что Путин рассчитывает получить от Пекина новые энергетические соглашения и подтвердить стратегическое партнерство двух стран. В то же время Китай старается сохранять баланс, поддерживать экономические связи с Россией, но не ухудшать отношения с США и Европой. Поэтому аналитики называют нынешний визит не только экономическим, но и символическим, как демонстрацию союза Москвы и Пекина на фоне войны против Украины, санкционного давления и глобального энергетического кризиса. Эксперты называют выбор момента визита Владимира Путина в Китай показательной дипломатией. Перед приездом Трампа Пекин принимал главу МИД Ирана сразу после российского президента. По мнению аналитиков, Китай использует это как демонстрацию своего влияния на фоне войн, торгового противостояния и мирового энергетического кризиса. Нет сомнений, что время этого визита выбрано Китаем и Россией довольно дерзко. Фактически Трамп оказался зажат между событиями. Прямо перед его приездом в Пекине был министр иностранных дел Ирана. А сразу после его отъезда туда приезжает российский лидер. Это довольно дерзкая дипломатия со стороны Пекина. Им очень нравится картинка происходящего. Им нравится быть в центре мирового внимания. И они будут использовать это для внутренней аудитории по максимуму. Главной темой переговоров, как ожидается, станет энергетика. Путин, по оценкам экспертов, попытается продвинуть проект газопровода «Сила Сибири-2», который Москва и Пекин обсуждают уже несколько лет. На фоне проблем с поставками нефти и газа через Ормузский пролив Россия рассчитывает укрепить позиции как ключевой поставщик энергоресурсов для Китая. При этом аналитики считают, что Пекин не спешит идти на уступки. Китай остается крупнейшим покупателем российской нефти, но старается сохранять баланс между сотрудничеством с Москвой и отношениями с Западом, прежде всего с США. Главное в повестке Путина — продвинуть проект трубопровода, то есть добиться запуска сибирского газопровода. Переговоры идут уже около 8 лет. Думаю, это главная надежда Путина — подписать это соглашение. Этот проект уже фигурировал в 5-летнем плане в марте. Так что, вероятно, какое-то движение будет. Эксперты также отмечают, несмотря на громкие заявления о всепогодном партнерстве, визит Путина вряд ли приведет к крупным политическим прорывам. Скорее, речь идет о символическом подтверждении союза Москвы и Пекина и демонстрации того, что Китай хочет выглядеть главным посредником и одним из ключевых игроков мировой политики. Путин часто посещает Китай. Это не как отношения с США. Там визиты реже, несмотря на более крупные экономические связи, что иронично. Думаю, будут какие-то объявления. Но, скорее всего, этот визит станет прежде всего дипломатическим спектаклем, который должен продемонстрировать солидарность между двумя странами. Думаю, лучшим исходом для Китая была бы некая дорожная карта выхода из этого кризиса. Я не думаю, что Китаю выгодно бесконечное продолжение войны России. Это слишком отвлекает и создает слишком большую нестабильность. Главные приоритеты Китая — собственная экономика и отношения прежде всего с Соединенными Штатами. Думаю, Китай хочет выразить солидарность с Россией в вопросе ее суверенитета, но одновременно показать, что Китай — очень влиятельная страна.
и что представители разных государств приезжают туда искать варианты решений. С дипломатической точки зрения это выгодно для Китая. Вероятно, именно этого он и добивается. Укрепление своего образа как глобального игрока. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание после массированной российской атаки по Украине 14 мая, в результате которой только в Киеве погибли 24 человека. По словам Мельника, только за последнюю неделю российская армия выпустила по Украине более 3000 дронов, свыше 100 авиабомб и десятки ракет. Он также призвал союзников усилить санкции против Москвы и увеличить военную помощь Киеву. На этой неделе 346 гражданских получили ранения, десятки погибли. 14 мая – это один из самых смертоносных дней. Российские войска использовали более 1500 беспилотников и 56 ракет. Удары зарегистрированы в большинстве областей Украины. В Закарпатье, в Харьковской области, в том числе в Ивано-Франковске, Ривно, Одессе, Полтаве и Сумах. Десятки убиты, десятки получили ранения. Кроме того, в Киеве девятиэтажка была разрушена до основания. Высокоточная крылатая ракета Х-101, оснащенная боеголовкой с кассетными боеприпасами, превратила жилой дом в братскую могилу. 22 гражданских лица погибли в тот момент, когда они спали. Среди них дети. Любовь Яковлева, 12-летняя девочка, ее старшая сестра Вера в возрасте 17 лет, а также 14-летняя Мария. Они были убиты в эту трагичную ночь. И сестер похоронили лишь этим утром. Более 14 тысяч. 14 человек получили ранения. В результате этого удара председатель, как ни прискорбно, все эти варварские преступления, совершенные Россией против украинских гражданских, которые совершаются каждый день, не повлекли за собой достаточной реакции со стороны международного сообщества. Потрясающие цифры пострадавших, ни в чем повинных гражданских не привели к соразмерным действиям и реакции, а даже не повлекли за собой какой-то соразмерной эмоциональной реакции среди членов Совета. Это один из аспектов циничной стратегии Путина, нацеленной на то, чтобы сократить способность людей к сопереживанию, когда погибшие превращаются в статистику. И ракета, которая использовалась для нанесения удара по многоэтажке в Киеве, была произведена месяцем ранее с использованием комплектующих из большого числа стран. Тот факт, что Путин по-прежнему может изготавливать такое смертоносное оружие, используя поставки из-за рубежа, требует нашей реакции. Призываем все государства-члены укрепить санкционные режимы и предотвращать доставку комплектующих к российской военной машине и ракетным программам. Заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс заявила, что варварская война России против Украины продолжает разрушать жизни гражданских, и подчеркнула, что президент Дональд Трамп стремится к как можно более быстрому завершению конфликта. По ее словам, США призывают обе стороны к переговорам и полному безусловному перемирию для прекращения насилия. Брюс также отметила, что восстановление Украины после войны займет десятилетия и потребует значительных международных инвестиций для стабилизации региона. Мы, конечно же, настоятельно призываем Россию и Украину к добросовестным переговорам и к прекращению разрушения и бессмысленного насилия. Призываем к незамедлительному и всеобъемлющему прекращению огня для долгосрочного согласованного урегулирования этой войны. Человеческие потери, экономические потери, которые ведет эта война, недопустимы. Необходимо позволить гуманитарным работникам получить доступ к районам под контролем России. Мы также призываем Россию вернуть всех украинских детей, которые незаконно были депортированы в Россию, а также тех, кто был принудительно перемещен на оккупированных украинских территориях. Президент Трамп был и по-прежнему остается приверженным дипломатическому регулированию этой войны. И США сделают все, что в их силах для того, чтобы
прекратить эту войну. Во время заседания вспыхнул спор между Россией и странами Балтии. Постпред РФ при ООН Василий Небензя пригрозил неизбежным ответом в случае запуска украинских дронов с территории Латвии. В Риге эти заявления назвали ложью и признаком отчаяния и слабости. США поддержали Латвию и заявили, что угрозам в адрес членов Совбеза не место. Западным кураторам Киева хорошо известно о том, что украинские противоракеты, не попав в цель, падают на гражданские объекты, приводя к гибели и ранению мирных украинцев. Несмотря на это, они не только не предпринимают никаких усилий для того, чтобы предотвратить возможные трагедии, но и делают все для эскалации конфликта. Наращивают поставки вооружений, переводят их производство на свою территорию, закрывают глаза на использование воздушного пространства своих стран для пролета беспилотников. Более того, по имеющимся у российских спецслужб новым данным, Киев не намерен ограничиваться использованием воздушных коридоров, предоставленных государствами Прибалтики. Дроны планируют запустить также с территории этих стран. Дать согласие на проведение операции Ригу он уже убедил, упирая на то, что точное место запуска дрона определить будет невозможно. В Латвии уже направлены военнослужащие сил безопасности, сил беспилотных систем ВСУ. Они размещены на латвийских военных базах Адажи, Селия, Лиелварде, Даугавпилс и Екапилс. Хочу обратить внимание всех, помышляющих о пособничестве Киеву в совершении терактов на территории России, что современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точек старта БПЛА. Достоверные данные также могут быть получены при изучении обломков беспилотников, как это было в случае с попыткой режима Зеленского атаковать дронами резиденцию президента России в декабре прошлого года. Ответный удар в таких условиях будет неизбежен. И да, госпожа Постпред Латвии, служба внешней разведки России заявила, что координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия. Это измышление и ложь. Я не буду тратить время членов Совета на то, чтобы развеять эту ложь. Вы вместе с тем получите наш ответ в письменном виде. Я хочу отметить агрессивную дезинформацию, угрозы, которые являются признаком отчаяния и слабости. Председатель, прежде чем я сделаю свое заявление, я не могу не отреагировать на очередные крокодиловые слезы, которые льет представитель Российской Федерации. Он в очередной раз пытается выжать сострадание, сопереживание из членов Совета. Призываю вас прекратить жаловаться на страдания бедных россиян. Россия лишь столкнулась с тем, что бумеранг войны возвратился. В Тегеране устроили массовую свадьбу для 110 пар, участвующих в патриотической кампании Джанфада. По улицам города проехала колонна украшенных автомобилей и грузовиков с шарами, а молодожены приветствовали людей прямо из машин. Церемония прошла на площади имама Хусейна. Гости размахивали флагами, а пары фотографировались на фоне сцены с символикой кампании. Некоторые участники признавались, что решили сыграть свадьбу, несмотря на напряженную обстановку в стране и возможную угрозу нового конфликта.